Изначально вообще я пошла, скажем так, в секцию борьбы для самозащиты вместе с сестрой. Поэтому было весело и интересно. Очень хороший тренер, первая тренер женщина вот у меня была. И как-то вот оно так закрутилось, завертелось. Вроде как пришла с пользой для себя, а в итоге осталась, можно сказать, уже в профессиональном спорте как спортсмен. Тем более, учитывая тот момент, что я уже 16 лет не живу с родителями, ввиду вот спорта пришлось переехать сначала в один город, потом в другой. И все такие решения были уже осознанные, самостоятельные, поэтому, наверное, без где-то жесткого характера никуда. Но тем не менее, я не забываю, что я девушка, и постоянно он во мне не включен. Как каждой девушке, мне хочется, да, тоже какой-то защиты, опоры, мне хочется быть хрупкой, нежной, но в жизни как-то получается, да, что вот все-таки вот этот стержень, который вот дает тебе, так сказать, борьба, вот эти трудности, которые ты преодолеваешь на тренировках, они закаляют характер, и вот он помогает в жизни во многом. У нас ввели не так давно рейтинг, да, мировой, и, скажем так, это не совсем были очки только за 17-й год, как-то половина очков делилась на 2, и вот еще добавлялось 16-го года. Ну и ввиду того, что, скажем, на всех международных стартах, это международные турниры, чемпионаты Европы, мира, я где-то была первая, где-то занимала призовые места. Вот это мне позволило с небольшим преимуществом занять первое место. Это, конечно, тоже, так сказать, работа, пахота, труд, и эти медали даются и достаются абсолютно нелегко. Боролась я с соперницей из России, Еленой Бондаревой, и мы довольно-таки часто с ней встречались, и она очень хорошо борется в партере, вот как-то чуть-чуть не сложилось, не срослось, и, конечно, я вот видела уже, как-то вспоминала эти моменты, и я уже вижу оставшиеся секунды, и вот, что я ничего не могу сделать, и не знаю, как мне подобраться к ней, а большое желание выиграть, от этого ты делаешь еще больше какие-то ошибки, и вот как это золото, оно просто ускользает из моих рук. Конечно, да, тяжело переживала, но тем не менее, как бы это не последний, не единственный чемпионат Европы. Мы движемся дальше, делаем работу над ошибками, поэтому я думаю, дальше только лучше. Цели как бы в первую очередь совершенствовать свою технику. Естественно, сейчас огромное внимание мы уделяем партеру. Действительно, вот то, чем я проигрывала, для себя вот открываю какие-то новые возможности и для самбо, да, то есть чем хорошо, что ты можешь проигрывать такую схватку с явным каким-то отрывом, да, там 5, 6, 7 баллов, главное не 8, вот, и тем не менее выйти в партере на болевой прием и сделать тем самым как бы одержать чистую победу. Поэтому как бы арсенал там очень огромный, всяких приемов, переворотов, как на ноги болевых, так на руки, поэтому совершенству нет предела. Страх, естественно, мешает бороться, проявить себя, как получать удовольствие. Есть у меня подруга, вот она же мой, так сказать, спарринг-партнер, вот Марина Жарская, ее я слышу всегда. Какими большими не были бы трибуны, ее голос, вот ее поддержка, подсказка, и просто даже то, что она находится рядом и что-то мне кричит, это для меня, да, огромная поддержка. На данный момент, наверное, самбо это вот номер один в списке того, чего у меня есть, и потому что оно мне дало очень много, какую-то и финансовую сторону, но это, наверное, не самое главное, да, это морально-волевые качества, это мировоззрение совсем другое, это преодоление сложностей, трудностей, когда ты вот у тебя что-то получается, у тебя как-то жизнь становится светлее, веселее, и ты начинаешь гордиться собой, что ты вот терпела, плакала где-то, возможно, немножко, скажем так, да, в какие-то моменты уже срывалась, а в то же время, когда ты уже стоишь на пьедестале, особенно когда на высшей ступени, вот это, да, слезы такие счастья, и ты вот понимаешь, для чего ты это все делаешь. В любом случае, сейчас только до европейских игр, только спорт, еще раз спорт. В жизни я просто терпеть не могу хамство. В принципе, всегда к незнакомым людям, даже если я вижу, что это мои ровесники, я, например, обращаюсь на «вы». Естественно, это если взрослый человек, там, женщина, это тем более, как бы идет такая манера обращения как к старшему, да, человеку. Но когда вот мне как-то так незаслуженно начинают тыкать, я немножечко становлюсь такой же хамоватой и начинаю резко говорить тоже «ты». Они почему-то теряются, даже, да, слышу свой адрес комментарий, с виду такая милая, не скажешь, что хамка, хотя, по сути, какой-то конфликт начинает как бы сама же, женщина или какой-то вот другой оппонент. Зато как-то вот быстро он разрешается.
Возможно, где-то еще срабатывает такая жесткая, скажем, энергетика. И вот где-то бывали моменты, когда приходилось отстаивать свою точку зрения, скажем, свой какой-то взгляд. Возможно, где-то в учебе, где-то в тренировочном процессе. Тогда тоже приходилось быть, скажем, ну, не жестко, естественно, у нас есть как бы субординация, ученик, тренер, просто более настойчиво и дать понять действительно, что где-то я устала, возможно, где-то мне нагрузок хватит или вот как-то немножко поменять направленность. Мои подруги, скажем так, близкие, их, естественно, немного, которые вообще не имеют отношения только там, к борьбе, а вообще к спорту. Так вот, они всегда гордятся, что у них есть подруга самбистка, да, что мне с ней ничего не страшно, и горы, как говорится, по плечу, но я всегда отвечаю, что лучше быть мастером спорта не по борьбе, а по легкой атлетике хорошо бегать. Все же ситуацию, конфликт легче избежать, к тому же, как бы, когда ты уже взрослеешь, ты понимаешь, что это ответственность. Естественно, человек, который на данный момент уже имеет юридическое образование, сам является сотрудником. Когда я пришла в органы внутренних дел, я думала, что, скажем, это власть, а на самом деле это больше ответственность, потому что если что-то идет не так, всегда требуют с тебя и спрашивают тоже с тебя. Точно так же, скажем, если применять навыки какие-то самбо, до евроигры, да, нацелено вот все силы отдать уже, так сказать, золотой медали, на которой я настраиваюсь. Буду делать все, чтобы получилось одержать победу. Вот, кстати, мы говорили про 2017 год, тот же чемпионат Европы. Сказать, что я не выложилась, я не могу, но есть такой момент, что где-то, возможно, иногда я не до конца верю в свои силы, либо вот мне не хватает чуть-чуть дотерпеть. И я вот выложилась на 99%, а надо 101%. И причем вот этих 2% вытащить из себя, вот какую-то проявить силу воли, характер, вот это намного сложнее. И вот не зря есть такое выражение, да, борьба начинается там, когда заканчиваются силы. Вот именно в равной схватке вот это надо уметь дотерпеть. Я, наш тренерский штат, делаем все для того, чтобы получилось. А загадывать, я думаю, все же не стоит, и быть уверенной и самоуверенной, это хуже всего. Мы лучше будем скромнее и просто тренироваться. Ну, самбо – это моя жизнь, если учесть, что на данный момент мне 27 лет, а я уже, скажем, борьбой занимаюсь с 10, это большая часть моей жизни, да. И если как бы на данный момент это остановить, да, это вырвать просто кусок сердца.